Добро пожаловать на шоу «Кто прав?». Поаплодируйте себе, какие вы молодцы, что пришли сегодня. Правила шоу простые. Мы рассматриваем женские претензии к мужчинам, где, по их мнению, мужчины неправильно поступают, и наши комики будут всячески оправдывать и защищать этих мужчин в сложившейся ситуации. А в конце зрители проголосуют, удалось ли комикам защитить и оправдать этих мужчин. Очень рада вас видеть и хочется пообщаться со зрительницей. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Дина. Вот, у меня произошла такая ситуация. В общем, я расходилась со своим молодым парнем. Вот, и мы как бы пытались все сделать очень мирно, полюбовно, но когда мне уже оставался один шаг к свободе, то есть переступить порог дома, я услышала в свою спину, в свою сторону такую фразу, как «найди себе папика». Очень важное уточнение, как бы причина расставания была, никак не связана с финансами, и аргументов такое говорить у него не было от слова совсем. Вот, собственно, мне бы хотелось узнать, по какой причине мужчины, прикрывая какие-то свои комплексы, личные там, типа, неудовлетворенности, вот кидают подобные фразы. Подожди, а ты его когда кинул фразу, ты повернулась? Ну да. Ну что, по телефону с кем-то говорил? Да найди себе папика, прости. Так я еще хотела потом поговорить, я даже спросила, почему мне никак это... Ну, а что он сказал? Почему он это сказал? Вот, никаких аргументов Вообще, нет, а просто вот... у тебя есть отец? Ты в полной семье росла. Я ожидала, этот вопрос есть. Можете да? отца найти, да? Так он говорит, найди его, найди папика, у него там еще остались ключи от сарая. Может, папик это герой в Dota 2, прикиньте. Найди папика. Может, да? Может, какая-то загадка? Он такой тебе, найди папика, он подскажет, Квест, да? он подскажет тебе. Следующий квест. Он говорит, найди папика, типа Паф Дэдди, поняли? Найди своего Паф Дэдди. Может, он боится теперь остаться один, у него до этого был папик, ты уходишь, он говорит, найди его, верни мне. Раз ты Найди уходишь, папика, да, то я ни одному а здесь не хочу страшно. один оставаться, да. Верни мне папик. Не, он понимал, что сейчас имущество делить будут. Он своего папика не хотел отдавать. Ну слушай, он же очевидно желает тебе лучшего. Да, это пожелание. Говорит, любви, добра и найди папика хорошего. Да, работать не Он придется. сказал плохого, потом. он сказал, найди хорошего папика. Здоровья тебе крепкого, долгих лет жизни и папик нормального. Да, А ты по итогу ищешь, не? Блин, да нет, вот не находится. А что ты хотела, чтобы он крикнул? Мне будет плохо без тебя. Не, ну мы же... Найди мне папика! Было бы страшнее, Ну, мы же наверное. как-то попытались по-любому все это решить. То есть вроде бы как-то Как пришли к можно чему-то полюбовно общему расставаться, я не знаменательному. понимаю. Мы расставались полюбовно. Ты меня любишь, да, и я тебя. Расстаемся. Пока. Да, развод. Как Юнона и Авось, да, чтобы страдать. Получается, вы же мирно расстались, он сказал, чтобы ты себе нашла папика хорошего. Он же не сказал, бомжа себе найди. Да не в этом дело, а претензия в том, что не было никаких предпосылок к этому. Почему так сказал? Это один человек тебе сказал или были еще какие-то такие? Ну, была подобная ситуация, но опять же таки я не понимаю, почему. И как бы и даже формулировка одинаковая, как будто есть какой-то общий чатик, Так где ты, они, может, блядь, забыла, что ты общаются между говоришь всем, собой. я хотела бы папика найти, а ты пока Да. что... Сынок. Ты временно, сынок, да. И они такие все тебе, так все, ну тогда ищи папика хоть, что тогда. Ну, очень странная ситуация, потому что, я говорю, как бы финансы никогда не были причиной каких-то конфликтов. А вот отцовские права, родительские. А может быть просто, не знаю, банально возраст не подходил? Я не знаю, сколько там А лет сколько было ему лет ребятам? было, да? Ну, вот как раз он подходил на роль папика, на самом-то деле, по возрасту. По деньгам, но не по деньгам. Материально не тянул. Он состарился, но не разбогател. Он, да? наверное, Материально на мамика только. Мне это он другу своего советовал. знаешь Йосика, он богатый. Это от любви, это от любви. Мужчины чаще, не могут со своими эмоциями справиться. Вот он и долбанул что-то. Он уже старый, ты сказал. Ну, что-то перемешалось, что вышло, то и сказал. И тут забыл, да? Ну да, а ты помнишь. Подождите, это, смотрите, второй парень ей говорит. А прикиньте, у нее на спине татуировка. Хочу папика, да. Она не знает. В спину. Где-то уснула в Лас-Вегасе, да, и не помнит вообще, что. Хочу папик. Или на пояснице, вот так вот. Добро пожаловать, папик, написано.
Не, мне вот интересно, а вот эти мужчины вообще, которые говорят, тебе надо найти себе папика, это вот, ну, мне вот ваш совет никак не помогает. Покажите, где искать, блин, покажите, пожалуйста, в какие У дни них туда не было ходить, папика. Зачем где, он сам У них не где было, ищете да. папик Если бы знал. вообще. Если бы вы знали, мы где... сами туда пошли. Это все равно, Да. что, знаете, я сейчас говорю, я сейчас безработная, и мне говорят, ну найди работу. Ну спасибо, блядь, помог. Ну окей. Это как переезжаешь в Израиль, тебе говорят, а ты недавно приехал, ну, это надо иврит учить. Так подождите тоже. Мы ж не Спасибо. знаем, может, парень день собирался, найди папика, он на улице Аленби, она его Она перебила ушла, просто. блядь, просто даже не повернулась. Я думаю, что это связано с твоей работой. Ты, скорее всего, где-то работаешь, где бывает часто папики. Метапели, найди папика. Нет, нет. Ты работаешь в метапеллет, и он тебе говорит, найди. Да. Он убегает, смотри. Лови его, лови. Которого ты потеряла тогда. Найди папика, говорит. И Звонили жизнь наладится у Да ну нас. тебя уволят вообще, Да-да, типа, ты без меня не полиция тебя ищет, найди его, куда ты припарковала его. От тебя убежал инвалид, алло, типа. Да правильно, что ты его бросила, молодец. Нам такие не нужны. Кому нам? Им двоим. А он никогда не смог аргументировать. Ты ему говоришь, почему? Ты мне говоришь, найди себе папика. Он такой, Ну, он сказал, ну, по тебе видно, и все. ну, там аргументами пацан разбрасывается. И она ему говорит такая, по ты тебе. пошел нахуй. А он такой, а ты найди себе папика. Вот так вот. Так я ее Тогда уделал. уделал, да. Да. Так-то тебе понятно? Да, такое ощущение, что на самом деле как бы здесь в Израиле просто словосочетание «найти папика в Израиле» это просто, ну, что... Не, он, Ну, наверное, это типа скорее как всего- выплатить машканту, типа нереально что-то. Ну да. Я думаю, что он папик... Или поехать за счастьем в Бершеву, знаете, вот это. Что В это? пустыню за водой. Ага. А вообще, мне кажется, он такой, типа, они расстаются, у них все мирно происходит, и он такой, хуйня какая-то. Надо подогреть обстановку. Да, то нечего и друзьям рассказать, как-то все тупо проходит. А прикиньте, зато как он друзьям потом смачно рассказывал. Я его так в спину, найди себе папика. Ой, все Она такие друзья, да Вот это ладно? да! А тут ты крейзи, дай 5, Он, может, на братан. тебя намекал, он же тоже в возрасте. Он говорит, найди себе папика. И он, если что, тут. Вот он намек. А знаешь, где его искать? А у меня в штанах. Не, было бы смешно, если бы он кричит, найди себе папика, и перед ней дверь открывается, и там его батя такой в трусах. Вот он я. Прикиньте, мне было бы смешно, если бы найди себе папика и показывает, как котов. Надо найти эту картинку, знаете? Найти 7 папиков. Или светофор. Найди на папике 10 отличий. Да-да-да, найди себе 7 папиков на картинке. И там все такие толстые, с кошельками. Ладно. Или она такая говорит, я папика потеряла, и уходит. И он говорит, так найди папика. Ты что? Вообще это короночка мужика, он всем так говорит. Да. С 15 лет еще как расстается. Мужика себе найди. В автобусе поругался, папика себе найди. Да, да. И В батя- институт поступила. В конце такой. Поступи в институт. Да. Маме позвони своей. В конце. Маме позвони и папика найди. Может, вы действительно, вот что нравилось в ваших отношениях, это вот нерв, когда вы ругаетесь, а потом миритесь. И он понял в тот самый момент, что ему будет не хватать вот этих конфликтов с тобой. И он в конце такой... Первое, что пришло в голову, папика себе найди. Он думал, что ты развернешься и скажешь, что ты сказал, урод. Вы так страстно засосетесь друг с другом. У вас опять будет разгорит этот огонь внутри вас, и вы вместе останетесь и умрете. Он пораньше, ты попозже. А ты его, оказалось, что не любишь. И не было этой любви, между прочим. Ну, Потому что ты и ушла искать папика. ладно, давайте голосовать, ребята. Если вы считаете, что у комиков не получилось оправдать этих мужчин, поаплодируйте, пожалуйста. Кого этих мужчин? Его одного. Одного. Если вы считаете, что у комиков, да, получилось оправдать этого мужчину, поаплодируйте, пожалуйста. Мне кажется, нам подыгрываешь. Мы начинаем претензии из форума. Аплодисменты. Я живу с мужчиной. Мы очень ссоримся в последнее время. Он говорит, что это потому, что наша лендлорд сглазила нас насмерть. Наши ссоры начались, как она мне сапоги подарила. Вот как только я эти сапоги надела один раз, так ссоры и начались.
Он обращался к какому-то ведущему с фотографиями моими и его. И ему сказали, что это порча насмерть. Я не очень верю в это все, но вижу проблемы. Лендлорд — это тот Хозяин земли, хозяин земли. арендодатель. Нет, лендлорд — это у него земля, на которой могут быть несколько домов, И и рабы, он и хозяин рабы. этой Это что, земли. я не думал, что во время феодальное время был интернет. Типа, откуда эта Если претензия? есть лендлорд, то есть и лендлох, получается. Тот, у которого нет земли. Лендлох. Короче, Крестьянин. они где-то снимают жилье, окей? Мгм. Шаман. Да, какой-то арендодатель Такой, их я проклял. русский, и у них дела не идут. Пришел, как спел. Я иду до конца под домом. В 4 утра, и день не заладился. Как-то встали не с той ноги. Говорит, мы скоро умрем. Вот их вот арендодатель их сглазила, как говорит ее муж. Типа они начали ссориться и ругаться, как только их арендодатель подарила ей сапоги. Я даже знаю, как сглазил. Поднял арендную плату. Да, дела пошли не так сразу. в Сразу гору. ругаться начали почему-то. Получается, лендлорд подарила сапоги, и теперь из-за сапог они прокляты. Ну это как сапоги. Сапоги, она говорит, как только она надела, мы начали ругаться. Но Там не проклятые сапоги, там не очень качественные сапоги. Они пахнут. Вонючие просто сапоги. Мужик говорит, убери их, блядь, отдай обратно этому лендлорду. Она говорит, фасон красивый. Ну, это сапоги скороходы просто были. Чтобы она быстро ушла. свалила. Нет, это А она проклятые сапоги, в них постоянно хочется пойти нахуй, да? уйти из дома. Да, это смешно, конечно. Спасибо. Ну, да. Может, это военные сапоги. Ее на войну хотели отправить. Ей берцы говорят, иди. Надела один раз, а после этого что произошло? Когда Они вы- начали ругаться и ссориться. Она говорит, как только надела эти сапоги, начали Это ссориться. чего постоянно. сапоги? Так нет, ну, Нахуй ты в моих сапогах ходишь? Резиновые вот эти на рыбалку. Так нет, может, прикол в том, что они поссорились за то, что она надела только сапоги, и они куда-то пошли. Говорит, Лариса, ты, может, что-то еще на себя наденешь помимо сапогов, елы-палы? На тебя дети смотрят. Говорит, нас это сглазили, На, говорит. на детском утреннике. Это он говорит, что их сглазили, не она. Это он говорит, это он пошел с ее фотографиями к какому-то ведьмаку или там кому, я не знаю. Он Что чеканной там монетой заплатил ему, интересно? чеканной монеткой, да. Это проблемы с фантазией, он хочет развестись с ней. Блядь. Хуйню выдумывал. Просто уже, типа, Лариса, у тебя проклятые сапоги. Да, ой, сапоги, типа, опять ты в этих проклятых сапогах со мной ходишь. Я не сказал, Хочешь, чтобы я умер? по дому носи тапки, ходишь, стучишь тут. Боже, ты меня убьешь в этих сапогах. Лето же. Я с ночной пришел. Таня, зачем ты в этих сапогах? Ой, боже. Ух, Таня. убьешь меня в натуре, вот это смешно, конечно. Ой, Татьяна, извиняемся. зря братец снял сапоги с мертвой холодной ноги. Но ты это украла просто сюжет, мне кажется, у короля и шута Ой-ой-ой. просто переделала и все. Мне так смешно. Сказали порча насмерть. Я не очень в это верю, но вижу проблемы. Мне так смешно Проблемы стало. вижу. Вижу проблемы. Так она же тоже ведунья, вижу проблемы. Вижу проблемы в сапогах. Вижу, Думаешь? как умирает наша любовь. Она пробовала отмаливать грехи или нет? Там написано. Нет, не написано. А вот Уточните. надо попробовать. Ну, написано, что она в это не верит вообще во все. Ну, как бы, подсыкивает, не да? неприятно явно, что на нее Но порчу навели проклятых насмерть. сапогах ходить не будет. Я в это не верю, но проклятые сапоги хуй оденут. Ну да, ну как-то неприятненько, согласитесь, когда на тебя порча насмерть. Ну, А, как-то, ну, они именно нехорошо проклятые или как-то, просто а? уебанские сапоги? Да какая разница? Если бы мне сказали, что там порча насмерть, я бы просто, даже если бы они были очень красивые, ну, вряд ли бы надела бы, вряд ли бы смотрела на них. Я бы в такую хуйню бы не поверил. Подожди, Порча бывают насмерть. такие красивые сапоги, я тебе хочу сказать. Ну, У ну-ка Миши две покажи, пары. Как я. ну-ка покажи. Там вот этот какой-то человек ведающий, это страшный человек. Пошел к ведущему. Пошел к ведающему. Говорит, вы не видели здесь неведающего? Заведующий есть и ведающий, блядь. И два у них, два Ну а как человека. называется? Ясновидец или как его? Ясновидец. А как? Шарлатан. Шарлатан это называется. Называется обманщик, Ну а как эти? аферист. Экстрасенс. Во, правильно? Мы сейчас же битву экстрасенсов все. Сейчас мы багажники будем рассказывать. И там запаска. Экстра, Проклятый, есть да. экстрасенс и есть экстраланс. И есть экстра ларч.
А может, сапоги прокляты, что они на 3 размера меньше просто? Или да, или больше, да. Да. Вот этот, прикиньте, лендлорд такой, типа, сдает кому-то квартиру. Лендграфу сдает квартиру. Лендлорд. Так, ребята, давайте голосовать. Или у вас есть еще версия? Ну, как видишь. Все, я вижу. Не Ребята, получилось. если вы С пониманием, считаете, спасибо. что у комиков не получилось получилось. оправдать этого мужчину, поаплодируйте, пожалуйста. Воды. Кто это хлопает? Кто это за люди? Не получилось. А теперь поаплодируйте, если вам кажется, что комиков, да, получилось оправдать этого мужчину. Почему? Там мужик... Не Я вообще думаю, при не делах получилось. Да, в в натуре, этой истории. мужик не при делах. Да. 10 минут хуесосили сапоги просто. Сидели. Мы сапоги отстояли, Как будто жена моя их Мы купила. против сапогов. Ну все, Никаких сапогов. Все, спасибо огромное, ребята, ура! Спасибо большое всем! Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, прав и свои претензии.